По закону рождение по земле. То есть ты родился в стране, значит, ты даже можешь не идти, не получать ничего, но так как ты зафиксирован уже в местном регистре, все, ты можешь через 10 лет, через 20 лет приехать и сказать, я вот гражданин. И тебе дадут этот паспорт. Всем привет, это Коста-Рика, и мы в Сан-Хосе. Встретились с Владимиром, он сегодня расскажет, как он здесь оказался. Владимир, расскажи, пожалуйста, почему Коста-Рика? Постараюсь коротко. Значит, я в 2014 году уехал в Таиланд с моей нынешней женой. И мы поехали зимовать, но зимовка наша затянулась на 1,5 года. В итоге жена там забеременела. И мы начали искать страну, которая дает возможность легализоваться по родам. Для нас было важно, чтобы это была теплая страна, вечное лето. Ну и вот мы там выбрали по глобусу условный пояс. По нему начали искать страны, спрашивать знакомых. Ну и как-то так совпало, в общем, по ряду критериев Коста-Рика, если кратко. То есть ты в Коста-Рике до этого не был? Никогда. И, собственно, информации о ней я знал очень мало. И поэтому, когда приехал, в общем, многое из того, что мне рассказывали, оказалось совсем по-другому. А чем не понравился Таиланд? Понравился, но он не дает возможности легализоваться. Ну и, собственно, даже если ты там получаешь паспорт, у нас была такая возможность получить гражданство, но нужно было отказаться от всех остальных. То есть Таиланд такой, он не приемлет других граждан. Ну, на тот момент не давал других гражданств. То есть ты отказываешься, получаешь тайское гражданство. Не отказываешься, не получаешь. Для нас принципиально было оставить российское гражданство. Это какой год был? 15-й. А сейчас что-то изменилось в Таиланде? Не скажу. Не знаешь. Просто я не в курсе, поэтому... А где жили в Таиланде? Паттайя. Ну, мы путешествовали, в общем, по Таиланду. Мы побывали, в большей части Таиланда. Вот даже сравнивая, сейчас не уходя в Коста-Рику, что лучше, Таиланд или Коста-Рика по природе? Природа здесь богаче, на мой взгляд. Ну, здесь 2 океана. Там, конечно, тоже 2, как это сказать, там Сиамский залив и как Индийский океан, по-моему, как он называется. Но здесь богаче природа, на мой взгляд. Хотя страна сильно меньше, но природа богаче. Здесь побережья сильно отличаются. Если там побережья между собой не очень похожи, острова одинаковые, можно сказать, что с той стороны, что с той стороны, то здесь за один день ты можешь увидеть 9 климатических зон. Поэтому в этом смысле богаче. А кому подходит, кому не подходит, это уже вопрос. А климат одинаковый или все-таки разный? Разный. На севере, например, Таиланда, там можно замерзнуть прилично. Здесь, чтобы замерзнуть, нужно очень постараться. Ну, в смысле, совсем забраться уж там на вулкан. Вот. Питание? Питание, на мой взгляд, там вкуснее, но я здесь уже давно живу, поэтому я уже привык, мне здесь уже нравится еда. Ну и, в принципе, мы живем по большей части дома готовим. Вот. И поэтому у нас такой микс там русская еда, тайская еда, местная еда, она уже смиксовалась, поэтому у нас, я не могу сказать, что нам принципиально где жить. У нас так или иначе мы будем жить в одних и тех же продуктах. Таиланд дешевле? Да. И сейчас он дешевле. Тогда вопрос. Как родить ребенка в Коста-Рике? С какого этапа рассказывать? Свой опыт. Ну, зачатие, я думаю, пропущу. Мы планировали сюда приехать на 7-м месяце, но мы летели через Доминикану, и у нас получилась задержка, мы на месяц там задержались. У нас билеты отменили, там, и пришлось перебронировать, и мы там задержались сильно. Поэтому приехали на 8-м месяце. И до родов осталось очень мало времени, поэтому мы тут в темпе искали где, что, как. Ну, без проблем оказалось, что здесь это легко. Здесь есть государственная медицина, которая бесплатна даже для туристов. Я имею в виду медицина, которая все, что касается родов. Можно стать на учет.
беременная женщина за 3 месяца до родов и за 3 месяца после родов ей дается страховка, в которую входит все, даже стоматолог. УЗИ, рентген там, и так далее, и так далее. Единственное, что ты не можешь, ну, допустим, у нас ты можешь настоять. У нас, на мой взгляд, ну, в России, я имею в виду у нас, там больше внимания к роженицам. Больше гораздо анализов, больше УЗИ, больше всяких тестов и так далее. Здесь этого гораздо меньше. Это обусловлено тем, что здесь очень мало статей, по которым можно легально прервать роды. Здесь вообще запрещено. То есть даже если обнаруживают патологию у ребенка, то это не является официальной причиной для прерывания родов. Официальная причина – это если продолжение беременности грозит летальным исходом для матери. Вот это является прям аргументом. А все остальные причины, здесь, в общем-то, прерывание родов запрещено. Аборты, например, местные, если уж хотят сделать, то они едут в Никарагуа, например, или в Панаму чаще всего. Тут есть, конечно, легальные способы, но легально выехал в Никарагуа, вернулся. Ушел от темы. Так вот, мы стали на учет, мы нашли русского доктора, который в частной клинике может проводить процедуры, которые дополнительно, если хочется, дополнительно УЗИ, дополнительно поговорить на русском языке со специалистом. Потому что мы, например, испанского не знали. Английский здесь не очень распространен, даже в медицине, хотя врачи-то достаточно образованные люди, тем не менее, не везде на английском можно общаться. Поэтому мы нашли русского доктора. Он в частной клинике провел анализы. 2 часа мы его пытали по всем анализам, по всем УЗИ, по всему. Он нам все рассказал. У жены были первые роды. Успокоил ее. И все, мы потом в государственной клинике родили согласно местных регламентов, потом прошли все процедуры и так далее. Кратко так. Это бесплатно было? Это было абсолютно бесплатно. То есть вообще бесплатно. Я присутствовал на родах, это было бесплатно. Я прививки, не знаю, все. Рожала в отдельном боксе, не в палате с кучей мамочек, а рожала в отдельном боксе. В этом же боксе, если нет патологии у ребенка, то его прямо здесь же проводят все процедуры. Взвешивание, замеры, то есть не уносят. Если, конечно, есть какая-то патология, когда нужен барокамера или еще что-то, тогда да, ребенка уносят. А так все здесь. Он лежит прямо с мамочкой, тут же мамочки на руки дают, тут же все прививки, если хочешь, проведут. Сутки пребывания в отдельном боксе тоже были бесплатными? Все абсолютно бесплатно. То есть отношение к иностранцам ко всем так было? Или как-то это такая специфическая клиника, куда вы попали? Нет, это абсолютно ко всем иностранцам. Я с того времени уже во многих... так как я по сфере своей деятельности много общаюсь, в том числе с беременными и с процедурами знаком, во всех клиниках именно так. Нет, юридически нет никакой разницы. Иностранец ты, либо ты местный. Абсолютно одинаковое обслуживание. Бывает человеческий фактор какой-то когда какое-то недопонимание. Такое, конечно, бывает и бывает негативные впечатления у мамочки, которая родила. Бывает такое, безусловно. Но это человеческий фактор. Это как везде, наверное, как и у нас. На одном языке говоришь, все равно такое может произойти. Документы ребенку, свидетельство о рождении, это сразу делали все? Юридически это происходит так. Если нет причин для того, чтобы мамочка лежала в больнице, дополнительных анализов или еще чего-то, или патологию ребенка, то выписывают на следующий день, либо через день. При этом, когда выписывают, дают справку из больницы о том, что ребенок родился здесь, вес, родители и так далее. Раньше, еще когда мы рожали, это записывалось буквально со слов матери. Даже не надо было паспорт отца привозить. Сейчас
паспорт отца, отец должен присутствовать, отец должен подтвердить это все. Вот. После этого с этой справкой идешь в заведение, называется регистр СИИ. Ну, это вот большое заведение, в котором вот у нас ЗАГС это отдельно, а здесь это как бы все в одном здании. Идешь туда и получаешь документ, вот полноценную справку о том, что ребенок родился. Это если нужно для российского посольства. Если не нужно, то просто ждешь там в пределах месяца и получаешь свидетельство о рождении. Можно даже не ходить. Можно, в принципе, больница сама... Сейчас вообще упростили. Сейчас больница передает сама данные, и ты можешь через интернет заказать это свидетельство о рождении. Это не такой бланк, как у нас, на официальный бланк, который выдается однажды, и потом ты можешь только копию получить или там с заменой этого. Здесь свидетельство о рождении – это… Ну, если у них печатаешь, это вообще на матричном принтере печатается. Если ты заказываешь через интернет, тебе приходит письмом этот бланк, он без водяных знаков, без ничего, ты его просто распечатаешь. Там важен номер. Ну, как это, номер паспорта, то же самое, номер свидетельства о рождении. Этот номер потом дальше передается в документы ребенка там, и так далее. То есть вот сам номер имеет значение. Единственное, что когда собираешься с этим свидетельством о рождении его показать где-то в другой стране, то есть его нужно апостилировать. Вот для апостилирования нужно прийти в регистр цивиля и там дополнительно пару штампов получить. Ну, то есть это процедура простая. И когда тебя просят в какой-то организации свидетельство о рождении, ты просто распечатываешь его и все. Приносишь в страну, ну, я имею в виду внутри страны. Ты просто распечатываешь это свидетельство о рождении, приносишь, и все. А паспорт Коста-Рики на ребенка долго пришлось ждать? Есть внутренний паспорт, да. Так же, как у нас. Есть внутренний паспорт, седула называется. Есть паспорт, сейчас как у нас загран. Ну да, выездной. Да. Но он вот. дает гражданство только. Так вот, загранпаспорт получить можно, ну, вот ребенок родился, если тебе надо ехать, ты можешь пойти и получить в миграционной службе этот паспорт. Заказать, ну, в моем случае это заняло там 3 дня, потому что мы сначала не делали его, а потом, когда мы узнали, что нам нужно лететь, вылавливали билеты, нашли билеты, и у нас билеты получились через неделю. И я пришел, говорю, мне вот через неделю лететь. И мне в течение 3 дней выдали этот паспорт. Ну, сфотографировали ребенка и выдали паспорт. В принципе, это тоже занимает там до месяца. То есть приезжаешь, фотографируют, и через месяц тебе присылают на почту паспорт. Либо идешь, сам получаешь. Внутренний паспорт, так называемая седула, его получает ребенок либо с 12, либо с 14, сейчас не скажу точно лет. То есть, когда родился, его не получают. Его так же, не дают, наоборот. Вот, как и у нас. Тоже ребенок живет по свидетельству о рождении. А потом получает уже по достижении определенного возраста эту внутренний паспорт. Ну, вот гражданство ребенку дает вот сразу вот этот международный, зарубежный паспорт, правильно? Более того, здесь гражданство, вот ребенок родился, все, он уже гражданин. То есть здесь по закону рождение по земле. То есть ты родился в стране, значит, ты даже можешь не идти, не получать ничего, но так как ты зафиксирован уже в местном регистре, все, ты можешь через 10 лет, через 20 лет приехать и сказать, я вот гражданин. И тебе дадут этот паспорт. Ну, там, обоснования какие-то там документальные. Где-то было. Ребенок – это замечательно. А теперь родители. Теперь перейдем к родителям. Родители могут податься в итоге на гражданство, но сначала по рождению ребенка получают ПМЖ, подают документы, там список документов, и основной документ – это вот как раз свидетельство о рождении ребенка. Родителям не обязательно быть в браке, кстати. Это вот здесь преимущество не во всех странах так. Здесь не обязательно быть в браке. Здесь могут быть родители и разведены. Просто общий ребенок дает право на получение местного, сначала ПМЖ, потом гражданство. А как вы тогда доказываете, что ты отец? Мать, понятно, родила. А как ты доказываешь, что ты отец этого ребенка? Справка в больнице, указывается, кто отец. Изначально при подаче документов, да? Да. И потом, когда ты идешь в регистр цивиля получать документы, там еще ты получаешь, если вы не в браке, то нужно, родители вместе приходят, и вместе отец вступает в отцовство. В принципе, это как у нас, такая же процедура. Тоже нужно принять отцовство. Такая дополнительная бумажечка.
Это быстрая процедура, ты пишешь заявление, там подписываешь, что ты признаешь себя отцом. Все. Сам подписался. Сам подписался, да. Ну, если... Тут тоже интересно. Раньше здесь женщина очень защищена по закону. То есть она родила, она может получить алименты. Если развелись там, и так далее, она может претендовать на алименты. И алименты здесь исчисляются не исходя из дохода отца, а исходя из потребностей матери. То есть ты можешь... Вот у нас, допустим, по-моему, максимум 50%, там, ну, зависит от количества детей, максимум 50% от твоего дохода. Если твой доход там минимальный, ты, как отец, можешь не платить практически. Да. Здесь не так. Здесь мать идет в суд и говорит, и обосновывает сумму затрат. Вот мне нужно жить вот так, есть вот так, обеспечение ребенка вот так. То есть она приносит, показывает суда. чеки, все вот это прочее, да? Ну, типа того, да. То есть она с адвокатом создает историю, обосновывая свою сумму. И на усмотрение судьи он принимает всю сумму, часть суммы или нет, он не смотрит на доходы. Ну, то есть он как бы смотрит, но это вообще не аргумент. И если отец не может платить, мать через какое-то время может подать на... Короче, посадить отца. Он отсидит там, не знаю, 3 месяца там в не самом приятном месте, не в Финляндии, как говорится, в отдельной квартире, вот, а в не самом приятном месте выйдет и придумает, постарается придумать, как не повторить эту историю. Вот поэтому здесь вступление в отцовство сейчас происходит сильно по-другому. Если раньше достаточно было того, что женщина вписала, и все. Этого достаточно. Сейчас закон как бы перетекает немножечко больше на сторону отца. То есть женщин недостаточно того, чтобы женщина вписала справку о рождении отца. Нужно, чтобы отец тоже это подтвердил. Если отец не подтверждает, то женщина через суд пытается утвердить. И раньше суд тоже шел навстречу, практически со слов женщины фиксировал это. Сейчас нет, сейчас уже нужно обосновать там анализ ДНК там, и так далее. То есть вот как в цивилизованных странах становится все. Вы за границей, вдали от дома и нуждаетесь в медицинской помощи? Доверьтесь компании «Росмедицина», вашему надежному партнеру в области здравоохранения. Мы специализируемся на предоставлении экстренной медицинской помощи и лечения за рубежом для русскоязычных граждан. Наши главные приоритеты – здоровье и благополучие наших пациентов. Мы сотрудничаем с лучшими международными госпиталями и службами экстренной помощи, известными своим высоким уровнем медицинской экспертизы и современным оборудованием. Наши услуги включают экстренную госпитализацию и медицинскую эвакуацию, медицинский туризм, а также роды за границей с возможностью оформления второго гражданства для детей. 5 причин, почему стоит выбрать компанию «Росмедицина». Первое. Лицензированная клиника с более чем 10-летним опытом работы. Второе. Встреча или проводы в аэропорт на автомобиле реанимации. Третье. Сопровождение психологом, владеющим 3 языками. Английский, русский, испанский. Четвертое. Опытные травматологи-хирурги с опытом реконструктивных операций. Пятое. Возможность получения финансовых бонусов, компенсация расходов и скидки на авиаперелеты. Если вы нуждаетесь в медицинской помощи за границей, доверьтесь компании «Росмедицина». Медицинские специалисты сделают все, чтобы обеспечить вам максимальное спокойствие и уверенность в лечении. Подробная информация в описании под этим видео. Гражданство через сколько получите? Гражданство по закону можно получить через 7 лет от первой седулы. Что значит первая седула? Первой димикса, точнее. Когда подаешь документы, тебе твои документы миграцион принимает. Это неважно. По ребенку, по другим видам ВНЖ, ПМЖ принимаются документы и дается справочка, называется экспедиента. Это что-то вроде расписки миграциона о том, что они получили документы. Там список документов и так далее. И вот когда адвокаты миграциона, юристы миграциона рассматривают кейс, утверждают, они выносят резолюцию. Да, нет, донести документы там, и так далее. Вышла резолюция, там, в течение 90 дней
ты должен получить местную ID-карту. По рождению ты сразу получаешь ПМЖ. По другим видам там ВНЖ можно потом перейти в ПМЖ. В смысле, постоянное место жительства. Постоянное место жительства – это практически гражданство. Разница только не можешь голосовать, не можешь избираться. Ну, то есть какие-то там очень минимальные отличия от гражданства. Вот. И вот от первой карточки, там дата выхода, до получения гражданства должно пройти 7 лет. Есть, естественно, там бюрократические процедуры разные. То есть, например, от подачи документов до первой карточки может пройти от 4 месяцев до, я знаю, максимальный срок 3 года. Люди ждали, когда им дадут первую карточку. Ну, там, донести документы попросили, там, еще что-то. Ну, и вот люди ждали 3 года. Эти 3 года не пошли в зачет. И потом, когда ты подаешь уже на само гражданство, вот у тебя вышли 7 лет, ты подаешь на гражданство, тоже есть бюрократическая процедура, которая может занимать, ну, по закону до 10 месяцев. Но реально она может занимать и больше. Потому что есть очередь, допустим, на сдачу экзамена. Экзамен обязательно. Экзамен состоит из 2 языков и... История. Ну, это что-то типа обществознания нашего. Там право, история, немного там о природе, о административном устройстве. Ну, такое. Вот. Тоже там есть очередь. Можно просто из-за того, что сдается экзамен там 2 раза или 3 раза в году, ты можешь год ждать получения. Ну, вот то, что ты рассказал, 7 лет, эти 7 лет прямо они считают дни. Если ты вылетал, то минус, правильно я понимаю? Нет, при ПМЖ нет. Нет? Вот практика такая, что нет, при ПМЖ нет. При ВНЖ, да, считают прилично. Но там тоже там есть срок допустимый. То есть по закону ты можешь вылетать из страны не больше, ну, менее полугода. То есть там 180 дней, по-моему. Не больше этого срока. Иначе вопрос при продлении может стать. То есть если ты большее количество времени в году находишься вне Коста-Рики, то ты можешь, ну, тебе могут отказать просто в продлении. Сказать, что тебе, значит, не нужен. Но это при ВНЖ. При ПМЖ я не знаю ни одного такого случая, когда, ну, у людей возникали проблемы. Ты уже получил гражданство? Нет. Нет. Ну, то есть у меня срок подошел в прошлом году, я должен был получать, но там нужно экзамен сдать. Я, в общем, не сдал пока экзамен. Я не приготовился к экзамену. Мы из-за занятости не можем вот приготовиться. Но для нас, ну, мы не видим разницы. Как сказать, мы видим разницу, но у нас не стоит срочности. Да. То есть, визу при ПМЖ, получить визу в Штаты, получить визу в Европу вообще несложно, поэтому у нас еще есть, по-моему, действующие. А как здесь у тебя с работой, чем занимаешься? Вообще, я еще когда в Таиланд уехали, я удаленщик. То есть у меня было агентство, но сейчас тоже как бы есть, но сейчас с 22 года оно немножко сильно уменьшилось. Я маркетолог. У меня диджитал-агентство, и мы занимались разными проектами. Долгое время мы работали на постсоветском пространстве, потому что вся команда, в общем-то, она из постсоветского. Она хоть и распределена, но она из постсоветского пространства. Соответственно, удобнее работать с людьми, которые с тобой говорят на одном языке. С 22 года, ну там с ковида, начиная, у нас количество клиентов в постсоветском пространстве сильно уменьшилось. Ну там до 40%, наверное. Осталось там 40% от прошлого объема. И с 22 года у нас сейчас, по-моему, 1 или 2 клиента всего. Крупных? Нет. Нет? Нет, не крупных. То есть это сейчас не твой основной доход? Нет, сейчас это не мой основной доход. Ну, хотя сейчас я участвую в 2 проектах, которые на Латинскую Америку рассчитаны. Но это стартапы, которые, как любой стартап, планируют вырасти в единорога там, и так далее. Но если говорить о доходе, то нет, это не основной мой доход. Если говорить о перспективах, то, возможно, это вот... Ну, даже не так, не по перспективе, а по количеству затрачиваемого времени, наверное, сюда сейчас уходит все-таки больше времени. Но доход основной мой от другой деятельности. Я миграционный консультант.
Какой консультант? Иммиграционный консультант. Миграционный. То есть ты помогаешь сюда людям переехать? Да, я по образованию юрист, и поэтому я довольно неплохо разбираюсь в процедурах, которые связаны с легализацией, с получением, со всем, что связано с легализацией. То есть, не знаю, начиная от того, что там ВНЖ, ПМЖ и так далее, плюс там открытие счета в банке, не знаю, что, заключение договора там, на проживание, и так далее. Какие-то такие процедуры, которые упрощают жизнь. Какие программы для легализации в Коста-Рике существуют? Сколько их? Я все не перечислил. Основные. Я основные. Основные – это рождение, брак. Собственно, наверное, как в большинстве стран, рождение, брак, рантье. То есть, когда ты показываешь доход $2500. В любой стране без разницы. Пока да. Да. Даже российские принимаются. Тут есть процедура, когда можно сделать так, что будут приниматься. Инвестиции. Пенсионная программа есть? Есть пенсионная, да, есть еще пенсионная, но она не очень популярна, потому что там нужно показать стабильный доход $1000 и показать, что ты пенсионер в этой стране. То есть, у тебя карточка пенсионера. В России это сейчас сколько там, 70 лет, по-моему, для мужчин. Это, в 70 лет сюда уже, мало людей едет. Если... Плюс доход $1000 при нынешнем курсе, это немножко... Не каждый пенсионер в нашей стране может показать. То есть, получается, строго пенсионер, потому что выплаты социальные может получать и инвалид, может получать и человек... Это выплаты социальные. Да. Должна быть, условно говоря, вот у нас в России у нас есть такая книжечка «Пенсионное удостоверение». Вот это пенсионное удостоверение, его постелируешь, легализуешь, переводишь. То есть, это является... четко вот по этой книжке только Просто понимаю. инвалидность не дает повода для получения пенсионной визы. По крайней мере, я знаю... один случай попытки, и миграционная служба сказала, что нет. Провалился. Да, просто им донести это, видимо, не смогли. Я участвовал только... я только знаю об этом. Я не участвовал в обсуждении, то есть я не знаю подробностей. Но я знаю об этом кейсе. Нет. Многим ли ты русскоговорящим помог сюда переехать? Наверное, да. Скажем так, наверное, 80% нынешнего русскоговорящего сообщества в Коста-Рике я знаю. То есть мы так или иначе знакомы. Потому что я участвовал в нескольких интервью, которые помогли людям переехать. Или там... Дело в том, что в Коста-Рике не так много интервью. С 22 года много блогеров начало снимать о Коста-Рике, которые сюда приехали. Все такое. До этого было не так много блогеров, поэтому мои интервью там у ребят выстрелили. Мое интервью, когда я подробно рассказал про Коста-Рику. И поэтому люди мне писать начали, многие спрашивали там, и так далее. Плюс я участвовал в проведении каких-то массовых мероприятий. У меня жена, она певица, руководитель хора там, и так далее. Там, и мы в активностях массовых участвуем. Поэтому мы знакомы со многими. Я не могу сказать, что я повлиял. Я бы не хотел бы брать на себя ответственность, что я повлиял на переезд. Я со многими знаком, кто сюда переехал. То есть там кто-то, много людей мне писали, я отвечал, то, что я знаю, там свой опыт я делился. Да. Помогло это переехать или кого-то, наоборот, отпугнуло, я не знаю. Ты свой диплом здесь утверждал, юриста? Нет еще. Нет? И юридический диплом, как и медицинский диплом, здесь утвердить тяжелее всего. Только после гражданства? Даже если есть гражданство, диплом-то он там, он не местный. То есть здесь же право другое, как и медицина, она отличается. И принимают, его в любом случае не примут полностью. Его примут там в какой-то, 10-20%. Все равно придется учиться. Поэтому, я знаю 2 случая тех, кто пытался легализовать свой диплом здесь. Оба случая закончились тем, что просто процент приняли маленький, все равно учиться. То есть тут можно
Либо поступить с нуля, либо свои 10%. Но по факту это практически с нуля. Нужна миграционная помощь в Коста-Рике, обращайтесь. По промокоду Кажат 10% скидка. Договорились. Вопрос. Какие плюсы и минусы ты здесь увидел после Таиланда? В сравнении с Таиландом. Твоя последняя жизнь все равно в Таиланде, а не в России, согласись, была. Да. Поэтому ближе, наверное, к Таиланду, чем к России сравнивать. Да. В плюсах, цена. Цена это в минусах. Основной минус для всех, кто сюда едет, это цена. Цена проживания здесь. Когда сюда приезжаешь, первично затраты выше, чем, например, в Таиланде. В любом случае, куда не переезжаешь, у меня вторая миграция, плюс я там еще ездил по другим странам, могу сказать точно, что при переезде за первые, наверное, 3-6 месяцев ты тратишь столько, сколько ты потом тратишь, за год, за два. Просто потому что ты не знаешь, где дешевле, не знаешь, как проще, не знаешь, много чего не знаешь. Даже выбор района имеет значение в плане затрат. В доступности магазина, что есть рядом. Здесь, например, в стране существенно может отличаться аренда жилья, или покупка жилья, километр друг от друга, а ценник может в 2 раза отличаться. И пока ты не узнаешь этого всего, ты затратишься, прилично потратишься. Что еще? Цена. И в принципе, Коста-Рика это, наверное, одна из самых дорогих стран Латинской Америки. Даже если не только Латинской Америки, но в принципе ниже Соединенных Штатов вниз до Антарктиды, это, наверное, одна из самых дорогих. Но даже американцы говорят, что здесь дорого. Тоже смотря какой штат. Не знаю, Калифорния считает, что нет. Майами тоже считают, что... Флорида тоже Они говорят, что они сюда прилетают, например, лечиться. Из Калифорнии, у меня есть знакомые, которые летают в Сан-Хосе. Они здесь отдыхают. Они летят не в Майами, а сюда летят, потому что здесь дешевле. Вот причина для них. Лечиться тоже к стоматологам они сюда ездят. На медицину они сюда прилетают, потому что здесь дешевле медицина? Дешевле. А по качеству как она вообще? В сравнении с их качество устраивает. Я так понимаю, что мой опыт медицины меня устраивает. Но я тьфу-тьфу-тьфу. У меня небольшой опыт обращения к медицине. И нет каких-то специфических историй. Только из опыта друзей, знакомых и так далее. Или где я поучаствовал как переводчик, не знаю, или как какие-то юридические вопросы. Качество хорошее, на мой взгляд. Мой опыт, я доволен. Из минусов преступность входит сюда? С Таиландом, если сравнить. Лично мой опыт, я не могу сказать, у меня не было опыта общения, пересечения каких-то угроз чего-то, не знаю. У меня были здесь какие-то мелкие случаи, глобально ничего такого. То есть я не могу сказать, что здесь опасно. У меня были случаи, здесь есть красные зоны, это так называемые зоны, куда лучше не ходить. Там живут люди, которые ниже уровня, то есть люди, которые могут ограбить теоретически. Я был ночью в таких зонах, просто по незнанию. И я однажды там был, когда я только приехал, я искал жилье, жена была дома, а я ездил, искал, где арендовать жилье, чтобы жить на длительное время. То есть мы арендовали на короткий срок, и я искал по районам, где жить. Я попал в красную зону случайно. И это уже поздно было, то есть здесь 6 часов уже темно, и я был часов 7, наверное, вечера. Я посмотрел жилье, понял, что не вариант, и дошел маленький магазинчик, что-то типа нашего ларька. Я захожу, людей нет на улице. Я захожу в ларечек, говорю, скажите, где тут автобус? Тогда Uber не было еще здесь, то есть такси, не было такой простой возможности через телефон заказать такси. И я говорю, как тут автобус? Я говорю, как ты здесь оказался?
Мгм. И они говорят, стой здесь, никуда не ходи, автобус остановится напротив, мы остановим. То есть это красная зона, здесь нельзя. Вот, ну, настолько. И поэтому я не могу сказать, что здесь очень отзывчивый народ. Если ты ведешь себя определенным образом, там, не размахиваешь пачкой денег, там, не тащишь, ну, не вызывающе ведешь себя, вряд ли ты найдешь себе приключения. Ну, вряд ли. Если даже заблудился, тебе подскажут, да? Вот мой опыт такой, что мне всегда подсказывали. Но у меня и в Таиланде такой же опыт. Я как-то заехал в глухую деревню, мы путешествовали на байке, я заехал в глухую деревню, с вещами у нас, там все такое, там сумка с камерой у меня была. И то же самое, меня, ну, видно было, что это не самое благополучное место. И то же самое мне просто рассказали, как проехать, как отсюда выехать, и лучше здесь не останавливаться, а как заехать в отель. То есть, ну, там, отельчик при дороге такой, хостел. Не хостел, отель, не отель, как это называется правильно. Такая придорожная гостиница маленькая. Причем они мне на тайском языке объясняли, и мы каким-то образом друг друга поняли, там по-английски вообще не говорили. Поэтому, я не знаю, я думаю, что это... Я не знаю, как сказать про безопасность. Если говорить о моих знакомых, у меня были случаи, где друзей грабили в Таиланде, причем в туристическом месте. У меня есть знакомые, которых здесь грабили тоже в туристическом месте, где из машины вытаскивали. Вот прям там, чуть ли не на центральной площади города что-то там вытаскивали из машины. Глобально нет проблем. Вот в России, например, у меня были случаи, то есть я знал, где вечером лучше не ходить. И у меня были истории, где, ну, конфликтные. Вот. В России откуда ты сам? Из Ростова. То есть это такой, как это сказать, город не самый благополучный. Это ворота на Кавказ. У нас там микс национальностей разных, поэтому и там, как сказать, я бы сказал, местных жителей там не так много. Там много приезжих людей, потому что, ну, ворота на Кавказ, туда-сюда люди. Поэтому, наверное, там преступность чуть повыше, чем там, в Воронеже, я не знаю, например. Я так думаю. Давно сам в России был? 2 года назад, в 22 году. Ну и как после Коста-Рики? Взгляд на Россию? Ну, те плюсы и минусы, которые я раньше видел, они стали более явными. В Коста-Рике? Здесь плюсы, да, и там минусы. То есть прям жирным так выделяться стало все, да? Более жирно, да. Но все-таки менталитет... ну, мой менталитет, он, сколько бы я ни жил здесь, он все равно, конечно, все-таки российский. Там, ну, когда я приехал, ну, там, друзья увидели по соцсетям, что я приехал, и там, на 3-й день, по-моему, приехали, меня забрали из дома, созвонились, там, собрались большой компанией у друга дома, там, накрыли поляну, и, ну, поехали по магазинам, там, скупили все. Я говорю, давайте я как-то поучаствую. Он говорит, ты, говорит, приглашенный гость, все. Ну, то есть, вот гостеприимства такого здесь я не встречал. Насколько, ну, здесь очень приветливый, очень, да, но не настолько, как бы это сказать правильно, открыто. Ну, не настолько открыты, да. То есть, они вот, мы, например, в нашем менталитете, мы не сразу открываемся. Мы немножко такие долго открываемся. Но то, как открылись, душа нараспашку. Здесь наоборот. Здесь они более открыты сразу, но это не такое глубокое открытие, как у нас. То есть есть граница, где, условно говоря, ты за нее не зайдешь. Там вот мы договорились, ну, как бы до 8 вечера. Вот у нас время. Немножко такое. Было желание остаться в России, нет? После всего того, что увидел. Таиланд, Коста-Рика. Я однозначно хочу ездить в Россию. Однозначно хочу посещать. Там проводить много времени, потому что у меня много близких людей, которые там. Вот. Но жить, наверное, я все-таки хочу вот здесь. Ну, либо в Таиланде. Мне Таиланд очень нравится, в общем-то. Либо в Коста-Рике, либо в Таиланде. Но это еще, конечно, не объективно, потому что в Ростове сейчас Ростов – это граница, да. Там много событий, которые
не, как это сказать, неблагоприятно сказывается на размышлениях о проживании там. Вот, поэтому, ну, может быть, если бы я жил где-то подальше, в Москве, например, наверное, я бы подумал по-другому. Хотя я был в Москве в 22 году, красиво, круто, все. Ну, я не знаю. Здесь все-таки мне, наверное, пока... То есть перспективы есть, что ты поменяешь Коста-Рику на другую страну? Конечно, конечно. Я не говорю, что это все, я на всю жизнь здесь. Ну, у меня дети сейчас вот подрастут, и, возможно, я дальше двинусь. Твои рекомендации людям, которые думают про Коста-Рику, стоит, не стоит, какие бы ты дал советы? При переезде вообще в любую страну, особенно если это не туризм, не перезимовать, а вот там полгода и больше, я бы рекомендовал, если смотреть блогеров, то смотреть блогеров разных. Не только которые про плюсы рассказывают, а которые про минусы. Все равно оценка будет не объективна. Если читать, то тоже искать и плюсы, и минусы. Ну и искать середину, потому что нередко зашкаливает либо в одну сторону, либо в другую. Золотую середину как-то вот... Я не встречал блогеров, которые говорят вот золотую середину, на мой взгляд, на мой субъективный взгляд. Поэтому, ну, если уж решились ехать в Коста-Рику, то не ехать, не продавать все и вот ставить, все на зеро, а ехать с целью пожить, посмотреть, попробовать. Ехать попробовать. И если, ну и когда приезжаешь в Коста-Рику, Коста-Рика, она очень разная. Там на центральном плато жизнь одна, на Карибах жизнь другая, на Тихом океане жизнь третья. И опять же, на Тихом океане там тоже есть разные локации, где, в общем-то, и климатически по-разному, и цивилизация по-разному проявляет себя. Ну, то есть много чего. И вот попробовать, поездить по стране, пожить, ну, пожить не 2-3 дня, а пожить хотя бы 2 недели в разных местах. Походить, посмотреть, потому что много критериев, по которым вот в Коста-Рике можно спорить по поводу мест, где лучше жить. Я, например, выбрал центральное плато. Ну, я не в самом Сан-Хосе живу, я как бы в пригороде Сан-Хосе. Ну, это тоже называется Сан-Хосе, но пригород. Это такой более европейский городочек. Мне вот инфраструктура подходит там, ну, я привык уже там жить. Вот. И побережье, например, для меня, оно не подходит, потому что мне там жарко. Ну, мне еще ладно, вот моей жене, например, ну, ей вообще там жарко. Мы там можем провести, ну, неделю. Вот съездить там, снять жилье, пожить неделю, отдохнуть и возвращаемся. Все-таки для нас центральная часть более подходящая. При этом у меня есть знакомые, которые живут на побережье, и они говорят, да никогда, да ни за что на центральном плато. Вот никогда, вот просто. Зачем в Сан-Хосе, могли бы и в России остаться, да? Да, то есть, океан там опять что-то. Хотя, от нас океан 60 километров. Там час езды, ты на океане, ближайшая точка. Хотя мы ездим 2 часа до нашего места, где мы утром выехали, вечером вернулись. 2 часа туда-обратно, 1,5-2 часа. Нас устраивает. Вот такие советы от Владимира. Остались вопросы, пишите в комментариях. Подписывайтесь на Telegram, там больше фоток и информации.